Всем привет! И это 10-й выпуск исторического туризма от мира Сан-Андреаса, где я покажу вам места, которые имеют связь между игровым миром и миром реальным. А именно, объекты исходного материала, которые послужили текстурами в игровом мире. Или просто решения, которые были заимствованы в игру, даже если для этого не пришлось делать специальные снимки для текстур. Самое первое доступное для нас развлекательное заведение, с которым мы территориально знакомимся сразу же после первой прогулки от тупика Гроу-стрит, это бар 10 зеленых бутылок, который заметен своими повторяющимися арками. Другой бар с этой же моделью, но без названия, есть чуть севернее башен Уотса. А также вертикальная вывеска такого бара встречается на здании в Лас-Колинос, там же, где одна из вывесок Conchita Market и карницерия El Pueblo. На этой вывеске написано EW Liquor, и я до сих пор не до конца понял, что могут означать эти буквы, так как East и West это противоположные стороны, а больших ассоциаций эти буквы у меня не вызывают. В действительности это не бар, а магазин спиртных напитков по адресу 10004 авеню Южного Централа, по подобию которого строилась форма данного бара, называется Regis Liquor, невзирая на присутствие этих двух букв на вертикальной вывеске. А все это по причине того, что этот EW Liquor закрылся еще в 1996 году, и после закрытия эти две зеленые вывески просуществовали как минимум до 2007 года, учитывая то, что Regis Liquor открылся в 2000-м. Исходя из этого, на Google панорамах можно увидеть эту вывеску только в 2007 году и на одном фото от Infogroup. Это единственное, что было задействовано в текстурировании, так как весь бар, помимо вывески, использует посторонние изображения для текстур. Поэтому и цветовой окрас фасада отличается от того, который в игре. Слева от баннера City Burgers, напротив Tony's Liquor, есть магазин с распродажей книг и видео для взрослых, не имеющий в игре своего точного названия. Дверь такого магазина нам уже знакома. Это правая половина двери от прачечной Sunset Hills. А вот сам такой магазин единственный на всей карте, хоть и не работающий для игрока. Располагался он по адресу 1651 Северного бульвара Каенга и когда-то выглядел так, как на изображениях игровых текстур. Но уже в 2009 мы видим другие цвета фасада и иные шрифты на вывеске, которая, кстати, менялась довольно часто, потому неудивительно, что даже на снимках 2007 года на ней уже другое содержимое. Фотограф отснял только стену с дверью на углу магазина и стену с баннером о распродаже. Затем вырезал середину боковой стены с баннером и вставил на первую текстуру, предварительно убрав входную дверь, чтобы не заморачиваться с бесшовностью дважды. По этой причине мы видим одну и ту же трубу слева от входной двери и также слева на боковой стене. Когда-то давно по этому адресу был один из лос-анджелесских небольших театров для взрослых с середины 70-х, который назывался Bijou Adult Theater. Но о нем также не слишком много информации в интернете, а магазин товаров и видео для взрослых Каенга открылся в 1991, а закрылся в 2018, что можно заметить не только по информации о бизнесе, но и на снимках Google Панорам. Есть только одно фото соседнего бизнеса, где справа в кадре видно тот самый баннер о распродаже из текстуры Сан-Андреаса. А вот главную вывеску над входом в магазин, такую как в Сан-Андреасе, скорее всего уже не увидеть нигде. Известнейшая парикмахерская Старого Риса в Лос-Сантосе, в которой невозможно не подстричься во время одного из начальных периодов сюжетной истории, лично мне врезалась в память как одно из немногих зданий в игре, где вид с улицы на здание вполне соответствует планировке интерьера, и даже окна в интерьере имеют то же изображение, что и окна с улицы, но оправданно отраженное слева направо, что придает еще большей реалистичности эффекта присутствия игрока именно в том интерьере, куда только что зашел. Где бы еще так заморочились? Только вот произошла следующая история. В интерьере на окне можно заметить семейное фото, как шаблон причесок,
которого нет с другой стороны, если смотреть на окно с улицы. Других фотографий там тоже нет, но вот на текстуре из PS2 версии игры все это присутствует. А еще оригинальная обратная интерьерная сторона окна используется в интерьере Welcome Pump, где мы можем это увидеть за очень недолгое время кат-сцены первой встречи с Каталиной. Да, необычное решение, но в этом баре на каждом окне присутствует тот самый семейный портрет и слабо заметные другие портреты по бокам. В ПК-версии при виде на окно с улицы можно прочесть Men's Beauty Salon и сразу же слово Nails. И в нашем случае слово Nails не переводится как гвозди. Получается такой вот бьюти-салон для настоящих мужчин, если вы понимаете, о чем я. Dungeon Master, your finger in my ass. It's the bondage gay website. О чем ты думаешь сейчас? The semen. Давай среди берез густых. Stick your finger in my ass. Или This thing просто is amazing. не сердцами Ass. закидал, но и снова нет. Do anal. Я инкогнито. Но если Если плохо читается, зайдите в Definitive Edition, там с этим никаких проблем не будет. А то самое слово, которое на PS2 версии немного длиннее в силу сжатия текстуры, прочесть не выйдет, но с этим поможет нередактированная обратная сторона, где хорошо читается слово Кармен. Настоящий бьюти-салон Кармен был по адресу 7767 и 1/2 бульвара Беверли, что совпадает только с PS2 текстурой, потому что на ПК номер адреса 6767 и 1/2. Окно в реальной парикмахерской уже выглядит без явных опознавательных знаков, но расположение двух окон подобно игровой проекции такого здания, как и каменное оформление, которое в Сан-Андреасе используется неоднократно и не только на парикмахерских. Для создания каменной текстуры был использован участок около входной двери в салон Кармен, а затем изображение было редактировано для бесшовного использования. Этот салон работает с 1971 года и по сейчас, в отличие от соседнего бизнеса, с которого была заимствована текстура металлического знака с надписью Barber Salon с несколькими отверстиями, которые присутствуют как на текстуре в игре, так и на реальной такой парикмахерской, невзирая на то, что содержание вывески менялось несколько раз. Может показаться, что эти отверстия образуют случайную форму, но с обеих сторон они выполнены почти одинаково. Скорее всего, они делались для крепления какой-то другой вывески нестандартной формы, которая повторялась на левой и правой половине. И только потом один из следующих владельцев нанес туда надпись Barber Salon, оставив отверстия пустыми. И его правую сторону сняли для текстуры парикмахерских Лос-Сантоса, и все последующие вывески также будут размещены, игнорируя отверстия. Есть большой период времени, когда вывеска была полностью пустой, и по этим снимкам можно убедиться, что это то самое место. Тот Paint Spray, который находится через дорогу от блока с парикмахерской, также является обязательной сюжетной единицей, как и сама парикмахерская. Скорее всего, это вымышленное здание, но те голубые металлические двери сбоку вместе с голубой стеной были сфотографированы по адресу 2301 Восточной 8 улице, где для аренды предлагаются большие гаражи с высокой крышей. Дверь с текстуры подобна той, которая на самом углу комплекса, а вот стена может быть от любого из таких гаражей, так как ее фрагмент заметно клонирован на текстуре. Благодаря чему в игре мы получаем такую картинку, которой и вовсе тут нет, если определять по расстояниям между полосами. Все время гаражный комплекс будет такого же цвета, но с первых панорам уже нет того однородного голубого цвета, который мы видим в игре. А вот голубая кирпичная стена из Paint Spray хоть и похожа на ту, которую мы видим за углом на этих гаражах, но на самом деле это текстура из пакета от Marlin Studios, тонированная в голубой. И те, кто занимается всякими ретекстурами и прочими модификациями, наверняка замечали, что в картинке текстуры названия гаража STD White Anno есть неиспользуемая картинка объявления с просьбой звонить владельцу по поводу аренды.
Так вот, эта табличка одна из тех, которые висят на углу этого же комплекса, и даже последние цифры в номере телефона там совпадают, а остальные изменены вручную. Но редактор так увлекся их подменой, что даже перевернул некоторые из первой половины номера. Возможно, вы не замечали этого, но если посмотреть на перекрасочную студию в темпле издалека, она будет такого же синего цвета, как и Paint Spray в Idlewood. А в Idlewood, в свою очередь, упрощенный образ гаража будет иметь странный рисунок справа от гаражных ворот. Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, что могло быть там изображено, напишите об этом в комментариях. На запад, ближе к центру Лос-Сантоса, по левой стороне дороги есть несколько магазинов, один из которых имеет витрину, которую мы уже видели в разных частях Лос-Сантоса много раз, а сам магазин такой есть в игре только тут и в Виллоуфилде. Несмотря на то, что текстура гласит, что адресный номер магазина 1065, на самом деле настоящий его адрес 5106 бульвара Санта-Моники. И это написано на неиспользуемой верхней части текстур витрин из восточного Лос-Сантоса. Наверное, когда создатели были вынуждены снизить сжатие текстур для релиза игры на ПК, подлежали исправлению только те вывески, которые встречались визуально, а остальные никто не трогал, оставив неизмененную PS2 версию с правильным адресом, который включает в себя название улицы. Судя по тому, что мы видим на Google панорамах, постепенно площадь реальной вывески заполнялась тегами, а после 2015 года ее изменили полностью на что-то другое. А вообще, все три витрины это в то время был один и тот же магазин, соответственно с тремя вывесками. Но в Сан-Андреас попала только третья, как и третья витрина, которой пришлось в фоторедакторе удалять дверь. Хотя первая витрина выглядела почти так же, как третья, но изначально была без двери. А еще и в игровом, и в реальном магазине эта третья витрина постоянно заставлена товарами и коробками. Не думаю, что дверь третьей витрины активно использовалась. Если наблюдать за лод-моделями в игре, можно заметить, что магазин с такой витриной и вывеской мог быть на северо-западе Лас-Вентураса, вместо одного из двух pick-and-go маркетов. А по соседству с этим магазином на углу здания будет очень скромно изображен известнейший магазин спиртных напитков Turner Liquor. Этот магазин существует уже около 90 лет по одному и тому же адресу 8850 бульвара Сансет. Да, и вывеска такого стиля, как в игре, используется настолько долго, что ее изображают на рисунках наряду с другими известными зданиями, которые ассоциируются с Голливудом и Лос-Анджелесом в целом. В Сан-Андреасе он же задействован незначительно. Всего один баннер здесь, в Айдлвуде, и еще один на торговом центре в районе Маркет, как на здании, так и на рекламном стенде рядом. Стрелка над надписью реального магазина указывала направление ко входу, но в игре автор продублировал ее с обеих сторон, потому она там все время будет указывать в середину вывески. А так как в игре были нужны длинные горизонтальные вывески, была сфотографирована правая, третья из трех панелей, так как средняя имела неподходящие пропорции. В период между 2011 и 2014 годами произошли небольшие изменения в дизайне всех трех вывесок, после чего стрелки стали тоньше, а слово Deli заменили на логотип Rockstar Energy Drink. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал и следите за появлением новых выпусков исторического туризма от мира Сан-Андреаса. Всем пока и до следующих встреч!